Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами поговорим о юбке, которую вы видели в первых видеокадрах. Если вы заметили, то мы, получается, с вами что? Мы с вами вяжем как бы кайму. Вот она выглядит, то есть надо еще с другой стороны было связать точно такой же. И кайма у нас идет то ли, допустим, на талии, по бедрам, ниже. В зависимости от того, какую мы хотим получить ширину, такой мы вяжем длину нашей каймы, соединяем ее, да, и затем мы вывязываем с вами просто арки, вот такую сетку, которая позволяет нам, допустим, пройти дальше. Если мы хотим увеличить, значит, мы увеличиваем, пришиваем опять кайму. К примеру, это у нас талия, затем у нас идет бедра, затем у нас идет низ. Таким образом, мы соединяем с вами нашу юбку с помощью вот такой каймы, и кайма соединяется вот сеточкой. Мы сейчас с вами разберем, как связать вот эту кайму. Сначала вот первую, да, потом посмотрим, как нам связать вот этот вот дополнительную кайму над каймой, ну и поговорим по сетке. Начнем мы с вами вязать вот с такой пряжи. Прежде чем мы с вами начнем, хочу вас попросить, кто не подписан, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, кому что нравится или не нравится. Ну и, конечно же, делитесь моим видео для продвижения канала. Итак, приступаем. Итак, начинаем мы с вами вязать 10 воздушных петель. Теперь я делаю петельку подъема, пропускаю одну петлю, захожу в следующую, не учитывая петлю на крючке, вяжу столбик без накида. 2 воздушных петли на нашей цепочке, пропускаем 2 петельки, заходим в третий столбик без накида. 3 воздушных, 1, 2, 3. Пропускаем 2 петельки, заходим в третью столбик без накида. 2 петли, пропускаем 2, заходим в последнюю, в третью столбик без накида. Теперь 1, 2, 3. Повернула вязание, делаю накид. И вот в эту центральную арочку из 3 мы вяжем 5 столбиков с одним накидом. Второй, третий, четвертый и 5. Накид. Вот здесь у нас был столбик без накида. Мы заходим в него и вяжем столбик с одним накидом. Вот он у нас второй ряд. 1, 2, 3. Повернула вязание, накид. Выискиваем третий столбик с одним накидом. В него вяжем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый и 5. Накид. А здесь вот у нас, видите, был сразу столбик, и сразу переходили к другим столбикам. У нас здесь нету воздушной петельки, поэтому как бы в третью петлю подъема я вяжу столбик с одним накидом. Вот что у нас с вами получилось. Следующий ряд раппорта, и он последний. 1, 2, 3, 4. Повернула вязание. 2 накида. Я захожу в первый столбик. Вяжу недовязанный столбик с 2 накидами. 2 накида. Захожу во второй столбик. Соединила, закрепила. Воздушная петля. 2 накида. Заходим во второй столбик, мы в него уже вязали. Вяжу столбик первый с 2 накидами. Теперь смотрите, мы пропускаем третий, я захожу в четвертый столбик и вяжу
столбик с 2 накидами, теперь соединила, закрепила. 1 воздушная петля, 2 накида. Вот он наш 4-й столбик. Мы в него вяжем недовязанный с 2 накидами. И в 5-й. Теперь 2 накида. И здесь мы, получается, с вами должны как бы в 3-ю петельку подъема связать столбик с 2 накидами. Вот что у нас с вами получилось. А далее идет повторение. Я делаю петельку подъема, могу связать в этот столбик без накида, 2 воздушных петельки. И вот в первую арочку из 1 петли вяжем столбик без накида. 3 воздушных. В арочку из 1 петли столбик без накида. 2 воздушных. И здесь мы как бы в 4-ю петлю подъема столбик без накида. Вот что у нас с вами получилось. Теперь 1, 2, 3. Накид. Вот наша центральная арка. И в нее мы вяжем 5 столбиков с 1 накидом. То есть мы с вами все повторяем. Таким образом мы с вами продвигаемся по длине столько, сколько нам надо. Допустим, это талия, значит талия. Бедра, значит бедра. 1 воздушная, нет, без воздушных. И вот он наш столбик, в него столбик с 1 накидом. Ну и далее, как вы понимаете, мы с вами все повторяем. Вот это вот центральная часть. Кому надо, кто может, допустим, где-то кому-то нужна какая-то кайма, которую он может ставить. Вот один вариант применения. Далее мы с вами должны с одной и с другой стороны этой каймы связать вот еще дополнительную кайму. С одной стороны я уже связала, поэтому сейчас мы с вами будем работать с этим образцом. Я перейду на эту сторону и будем вязать следующий уже ряд. А здесь как бы уже очень просто. Но в любом случае мы видим с вами, что вот от этого до этого это у нас раппорт, и вы его повторяете. Итак, мы с вами присоединились к краю. И давайте посмотрим. Вот видите, вот у нас ряд там, где идут арочки 2, 3 и 2. И вот он, этот ряд. То есть вот на этом промежутке это будет первый раппорт. Вот этот промежуток будет 2, 3. Вот в этом первом промежутке у нас есть столбик без накида, 6 столбиков с 1 накидом и столбик без накида. Я сделаю петельку и вот в этот столбик сделаю столбик без накида. Теперь 1, 2, 3. И сделаю столбик без накида, ну как бы под один из столбиков, который у нас был с 1 накидом. С этой точки я делаю накид, и вот в этом пространстве мы должны с вами поместить 6 столбиков. Может быть здесь, хотя на схеме не показано, поэтому я вот в свободном таком плане распределю 6 столбиков с 1 накидом. Вот он 3. Вот сюда поставлю так, чтобы они не сильно разъезжались, да, 3. И вот под эту столбики еще 3. 1, 2, вот он 3. Итого 6. Вот здесь мы с вами должны завершить наш раппорт. Поэтому я вот сюда сейчас под этот столбик вяжу столбик без накида. 1, 2, 3. Там, где у нас арочка была, под нее я свяжу столбик без накида. И опять 1, 2, 3. Мы переходим с вами в следующий раппорт. Под столбик с 1 накидом столбик без накида, накид, и распределяем 6 столбиков с 1 накидом. Первый,
второй, вот он, третий, вот наш опять столбик, и сюда первый, второй и третий. Где наша арка? Вот заканчивается, вот наша арка, поэтому я сюда сейчас захожу, вяжу столбик без накида под этот же столбик. Теперь 3 воздушных, и вот там, где у нас была типа арочка по 2 воздушных сюда, или же выискиваем столбик, да, 3 воздушных и опускаемся куда? Вот у нас начался следующий раппорт, столбик подъема 3 и опять 6 столбиков. Итак, вот если вы видите, да, что у нас с вами получились вот такие небольшие веера над нашей первоначальной каймой. У меня тоже здесь первый ряд раппорта, 3 петельки и столбик без накида. Теперь вот из этих вот 6 нам нужно сделать 7 столбиков. Я сделаю 3 петли подъема, зафиксируюсь под вот этой аркой. Далее делаю накид и иду в первый столбик. В первый столбик мы с вами связали столбик без накида, с одним накидом, воздушная петля. Во второй столбик с одним накидом, воздушная петля. И вот наш третий столбик. Воздушная петля, накид. И я между этими, как бы, вот видите, у меня тут 2 набора. Между ними тоже захожу, вяжу столбик. Это наш будет 7-й. Воздушная петля. И далее следующие 3 столбика через воздушную петельку. Вот так. И последний. Вот мы с вами получили 7 столбиков. Далее вот наши 2 арочки по 3, которые мы вязали. Я под нее фиксируюсь, 3 воздушных, перехожу в следующую арку из 3, фиксируюсь, накид, и вот наши 6, захожу в первый и вывязываю из 6 7 столбиков с одним накидом через одну воздушную петлю. Итак, смотрим, мы с вами получили, вот он, второй ряд. Видите, наши 7 столбиков и соединенные с арочками между ними. Вот это большая арочка из 3. Здесь я присоединилась, и последний столбик с одним накидом. Опять-таки я вяжу 3 петельки подъема, накид, захожу в первый столбик, вяжу недовязанный с одним накидом первый, захожу во второй недовязанный, зашла не в столбик, а под арку, столбик, недовязанный второй, я их соединила, закрепила. Теперь 1 воздушная петля, накид, я захожу в этот же столбик, который только что вязали, недовязанный с одним накидом, следующий недовязанный с одним накидом, соединили, закрепили, воздушная петля, накид, опять в этот же накид и следующий, соединили, закрепили, воздушная петля. Итак, мы с вами перебираем все эти столбики и в итоге выходим на через одну воздушную петлю, обвязываем вот этот веер, да? Вот так. Я уже довяжу, воздушная петля, накид и следующий столбик. Этот уже участвовал, и вот наш последний. Вот так. И теперь вот у нас здесь одна арка из 3, да, которая между 2 веерами зафиксировалась, накид, и перехожу в
в следующий веер и выполняю все вот точно так же, как мы только что сделали этот. Итак, смотрим. Вот это у нас был последний ряд нашей каймы. И то есть вы уже можете видеть, куда мы ее можем применить. В юбке это видно, что крючок был более большой, и сама пряжа такая была, наверное, потолще. За счет этого она получается очень рыхлая. У нас получилась, у меня, по крайней мере, получилась такая плотная, да, вещь. Ну и далее у нас идет сетка. Сетка. Что мы с вами здесь сделаем? Так, вот 1, 2, 3, 4, 5. Сетка идет по 5 воздушных. Сейчас вот нам нужно вот по центру мы через одну. Ну, давайте сделаем вот здесь 1, 2, 3, 4, 5. Тут я одну пропускаю, захожу в следующую. Тут вы можете сами отследить, какой вам удобен шаг этой сетки, да? Вот я захожу, одну пропустила арку, сошла в следующую. И 1, 2, 3, 4, 5. Я сразу же перехожу в следующую веер. 1, 2, 3, 4, 5. Пропустила, захожу сюда. Ну и так мы с вами будем двигаться по всей длине. Я сейчас не буду дальше идти. Тут, я думаю, вы справитесь самостоятельно. Хочу показать вам, как мы можем с вами увеличить, расширить нашу юбку. К примеру, мы с вами идем второй ряд. 1, 2, 3, 4, 5. Да, мы зафиксировались сюда. Далее 1, 2, 3, 4, 5. Мы зашли под арку. Столбик без накида. Если мы хотим с вами получить ровную вещь, значит мы делаем 5 и фиксируемся сюда. Но я сейчас вот над этой аркой сделаю дополнительную арочку из 5 воздушных, свяжу в эту же арку еще один столбик без накида и перехожу в следующую арку. И когда у нас с вами будет идти уже следующий ряд, то мы понимаем, да, вот над этой аркой у нас с вами 2 столбика и над ними арочка. То есть мы с вами сделали расширение нашей юбки. И такое расширение вы можете делать, ну, в зависимости от того, какую ширину вы хотите получить. Я так думаю, чем ниже юбка будет спускаться, тем больше на ней будет фалды, значит, тем больше вы должны рассчитать вот этих дополнительных арок через какой-то определенный промежуток на вашей юбке. Потому что если вы будете делать с одной стороны, значит, она будет однобокая. Хотите сделать, там, допустим, 4-клинка, значит, рассчитать количество арок и поделить их на 4 части, да, и в какой-то определенный момент вы должны сделать. Хотите сделать более там 6 или 8 клиньев, значит, точно так же вы должны сделать и распускать его. И затем вы должны рассчитать вот этот вот размер нашей сетки под длину нашей следующей каймы, которая будет чередоваться постепенно в длине юбки. Вот сегодня я с вами такой идеей. На этом хочу с вами попрощаться. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам же творческих успехов и до скорых встреч!